Не прилагая столько усилий, все самое лучшее случается неожиданно. Вы слышите цитату, а это значит, что на канале Alex General вышел новый реплей. Всех приветствую и прошу внимания. Карта Вендетта. На верхней позиции Big Size, стандартный китайский генерал. Снизу Экскал, генерал Тоунс, лазеры США. После просмотра попрошу вас написать комментарий, поставить лайк. Те, кто не подписался, подписывайтесь и бейте в колокол. Если есть желающие поддержать проект материально, то в описании есть вся необходимая информация. Выражаю огромную благодарность за вашу поддержку. Титаны Zero Hour сошли в челлендже до 7 побед. Big Size трехкратный чемпион мира, Экскал четырехкратный и не ныне обладатель чемпионского пояса. Счет на момент поединка 3-2 в пользу Экскала. Сможет ли Size счет сравнять или Экскал увеличить преимущество, мы сейчас и увидим. Ну что ж, понеслась. Прикатил дроп от Экскала, высаживает он свой дозер и, по всей видимости, сейчас будет ставить под сапплаем лазерную турель. Big Size уже расположил свой военный завод, два сапплая вовсю качают, есть казарма и ставится справа бункер. Есть, конечно же, электростанция. И посмотрите, я подобный момент вижу впервые в игре General Zero Hour. Ставится бункер, и, по всей видимости, сейчас просто будет выходить труповоз. Оттуда будет, да, все верно, выходит труповоз. Туда будет сейчас в этот бункер засаживаться пехота, чтобы как-то противостоять этой самой лазерной турели. Соответственно, саплтраки сейчас отъезжают, высаживаются красногвардейцы и будут просто в эти бункеры засаживаться и сражаться с лазерной турелью. Дозер, естественно, также отъезжает на всякий случай, а тем временем Экскал уже прикатил своим хаммером. У него на базе сейчас военный завод, казарма, электростанция и сапплай. Все это с одного ресурсного центра. Спамится еще один хаммер, загружаются ракетчики, и я так понимаю, что Экскал сейчас поедет в бой. Каленый хаммер отступает. Ну и с лазерной турелью-то Big Size справляется. Турель уничтожена, пробивается с помощью красногвардейцев сейчас дозер, также уничтожаются рейнджеры, плюс помогает саплтраки, пехота давится, ну и все. Size отбился, но отбился достаточно интересно, по крайней мере, я еще подобного не видел. Хаммер справа, плюс медичка. Здесь есть гатлинг. Я думаю, что Экскал спокойно справится с этим гатлингом. Все верно. Тем временем впереди встречают хаммер ракетчики. Нужно пробивать. И пробивается, в принципе, сейчас пехота Big Size. Но он получал хаммер, но есть медичка. Естественно, сейчас будет хаммер подхиливать. Еще один, скорее всего, сейчас ракетчик также отлетит, но два труповоза. Один минус, но пехота вся жива, высадились заранее. И Экскал пока что отступает. Уходит направо. Там стоит бункер, вопрос, есть ли там пехота. Да, сидит два пехотинца, вполне возможно, это ракетчики. Но Экскал уходит подальше от этого бункера. И, скорее всего, сейчас поедет просто под ресурсный центр выносить саплтраки, а далее уничтожать и сам ресурсный. Есть там один гатлинг, но один гатлинг полностью заряженному хаммеру, плюс медичка рядом, это просто не помеха. Минус один саплтрак. Пытается как-то Big Size выцепить здесь этот хаммер, но пока неудачно. Хаммер отъезжает, а гатлинг потерян. Слева красногвардейцы, но здесь есть два хаммера, в принципе, Экскал должен с ними справляться, труповоз был потерян, еще один хаммер также добавляется, ну и вся пехота сейчас просто будет сливаться, Big Size будет Экскалу отдавать ранг. По-прежнему Экскал кошмарит Big Size на базе, уничтожается еще один ракетчик, следом второй. Также минус саплтрак, но я думаю, что и второй будет потерян, но пробивается пока что только сапплай. Конечно, было бы неплохо еще бы выучить ракеты ТО, а тем временем Big Size, кстати, привел пехоту направо, а там уже на пути база, а Экскал тем временем идет вперед. Вопрос, есть ли пехота в этих хаммерах, но только в одном. Было 3 ракетчика, стало 2, один высадился, и сейчас просто сядет в здание, начнется перестрелка со зданием Сайза. Минус пехота. Пробиваться также саплтраки. Экскал по-прежнему хаммером с медичкой катается на базе у Сайза, и минус первый дозер. Саплтраки были потеряны, практически убил здесь сапплай. И пробивается казарма. Выучил ракеты ТО, кстати говоря, Экскал. И минус казарма. Пробивается сапплай. Саплтраков также уже здесь нет, саплтраки были потеряны. А тем временем заходит Size. Минус один чинук, второй также пробивается. Ну и на пути, вот она база, такая маленькая у Экскала, которую сейчас, в принципе, я так полагаю, пехота будет разносить. Но слева, кстати, поставил еще один ресурсный центр Экскал. Ну и минус электростанция. Экскал тем временем потерял хаммер. Пока вынужден, я так полагаю, отступить. И минус еще один хаммер, причем так небрежно, на ровном месте сейчас, мне кажется, Экскал его потерял. Пилота было бы неплохо сейчас посадить в один из хаммеров, чтобы залочковался он. Ну и Экскал, я так понимаю, отступает, будет отбиваться. Нет? Нет, он похоже, что поедет сейчас вперед, громить Сайза, а Сайз тем временем громит Экскала, уже не осталось практически ничего. Электростанции нет, сапплая нет, казармы нет, и пробивается последний военный завод действующему чемпиону мира.
Остался на базе только ресурсный центр, а Дозерс просто сейчас спасается бегством и ставит электростанцию. Экскал поехал вперед, сапплай минус, пробивается еще один ресурсный и потери. Потери у Бигсайза достаточно серьезные, пехота идет вперед, очень много ракетчиков. Дозер пока уходит направо и ставит электростанцию. Электростанция первая была потеряна. Вышел Гатлинг. Пытается здесь как-то Сайс окружить Экскала и пробивается последний военный завод. Точнее сказать, единственный военный завод Бигсайза. Слева расположился Экскал, выходит снайпер, и очень даже неплохо. Снайпер сейчас, ой, как может помочь Экскалу пробивать ту самую пехоту, но заходит Гатлинг и снайпер минус. Сапплай был потерян, чинуки уходят под казарму. У Экскала сейчас нет денег, чтобы сапплай поставить, но Экскал занят. Экскал сейчас громит Сайзу вовсю, а тем временем последний дозер Экскала был потерян. Ну и все, блокировка казармы. Больше ничего Экскал подспамить-то не сможет. Пехота также приходит сюда к Гатлингам. Ну и можно, в принципе, добивать. Но Экскал поставил 2 каркаса на базе Бигсайза. Слева позиции у Сайза были потеряны. Ну и вот они, оставшиеся 3 здания китайца. Пехота идет вперед, пытается, как-то, я так понимаю, отпугнуть Экскала. Экскал пробивает бункер, но он получал тут немного от ракетчиков. Минус 1 хаммер, заходит медичка. Медичка также минус, остается только 2 хаммера у Экскала. Слева ему все здания разнесли, рейнджеры также закрываются. Ну и все, осталось у Экскала только 2 каркаса. Но тем временем Экскал также на месте не стоит и просто сейчас уничтожает китайца. Пошел хаммер вперед с 3 лычками, убивать последний дозер верхнему бойцу, и все, дозеры минус. Больше строителей у верхнего нет, и, соответственно, построить ничего он не сможет, и пробивается казарма. Больше есть чего спамить Сайзу, но у него еще есть юниты. Поставь, кстати говоря, он каркас. А тем временем Гатлинг пришел и отменил один из каркасов Экскалу, и также заходит Гатлинг справа. Напоминаю, что там на пути у него каркас. Это единственное, что сейчас Экскала удерживает от поражения. Идет хаммер, кстати говоря, идет спасать Экскала. И неужели Гатлинг там буквально одну тычку только дать, и Экскал терпит поражение. Нас разгромили. Вот такой получился достаточно интересный поединок. Бигсайз счет сравнял, и игра продолжилась. Конечный счет поединка получился 7-4 в пользу Бигсайза. Бигсайз взял этот челлендж. Ну а на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Генерал Алекс. И помните, что всегда из любой ситуации есть выход.